Александра, Анастасия Лисовская, Роксолана, Хюррем. Это все имена одной женщины. Ее след в истории огромен, ее имя знаменито на весь мир. Благодаря турецкому историческому сериалу «Великолепный век» мы знаем о любимой жене султана Сулеймана очень многое. Но все же есть факты, которые вас удивят. В сериале нам показали знакомство Хюррем и султана в гареме дворца Топкапы. Но на самом деле в истории такого не было. Отношения Хюррем и султана Сулеймана длились 37 лет, первых 20 из которых она прожила в старом дворце, который находился на расстоянии 2 километра от дворца Топкапы. Накануне свадьбы Хюррем и султана в старом дворце произошел сильный пожар, в результате которого большая часть покоя стала непригодной для проживания. Хюррем и ее свита переехали в дворец Топкапы. Старый дворец отремонтировали, и он стал местом проживания уже ненужных и потерявших влияние женщин. Туда отправляли забытых наложниц, а также матерей, жен и дочерей умерших султанов. В народе его прозвали «дворцом слез». Но на самом деле старый дворец не был уж столь ужасным местом. Если опираться на сохранившиеся изображения и письменные описания дворца, то можно с уверенностью сказать, что это была довольно большая территория почти квадратной формы, окруженная со всех сторон высокой каменной стеной. На этой территории, кроме основного здания дворца гарема, находились ряд особняков и вилл, административные здания, а также охотничий сад с дикими животными. По воспоминаниям современника султана Ахмеда Сандерсона, старый дворец вместе с красивыми особняками, высокими фруктовыми деревьями, банями и фонтанами напоминает райский сад. Один из итальянских паломников писал, что женщины в старом дворце проживают прекрасную жизнь, и все их потребности выполняются. Хюррем родила султану 4 сыновей и 1 дочь. Но в реальной истории сыновей было не 4, а 5. Второй сын Абдулла родился в 1522 или в 1523 году. Некоторые историки поддерживают гипотезу, что он и единственная дочь Сулеймана Мехремах были двойняшками. Но все же большинство склоняется к тому, что дети были погодками. К сожалению, Абдулла родился слабым и болезненным ребенком. По всей видимости, сказалось истощение организма Хюррем. Султанша еще не отошла от рождения Мехремах, как тут же забеременела снова. До сих пор ведутся споры, что же стало причиной смерти Абдуллы. В разных источниках говорится по-разному. Одни считают, что мальчик умер в возрасте полугода от оспы, другие же уверены, что Абдулле удалось дожить до 3 лет, и у него было такое же заболевание, как у Джихангира. Лекари того времени понятия не имели, как его лечить, и малыш умер в страшных муках. О жизни маленького Шахзаде известно очень мало. Судьба Абдуллы основывается только на легендах и домыслах. О его существовании все узнали только потому, что некоторые евнухи описали его в своих воспоминаниях. Девушки, попавшие в гарем, с первого дня были обеспечены постоянным заработком. За элементарную мелкую работу и уборку помещений выплачивалось 6 акче в день. Это примерно около $18 по современному курсу. Девушки, прошедшие обучение в классах и уже способные к административной работе колфы, зарабатывали по 250 акче в день, около $750. Еще лучше жили фаворитки. Во-первых, они уже имели отдельные комнаты, а во-вторых, их зарплата стартовала от 1000 акче в день. Оклад Хюррем составлял 2000 акче в день. Это примерно более $2 миллионов в год по современному курсу. Также были дополнительные выплаты за управление гаремом и личные подарки от повелителя. Однако была в гареме женщина, которая получала ровно в 2 раза больше самой Хюррем. Это мать правящего султана Валиде. Она получала 4000 акче в день. Хюррем, к сожалению, до момента таких выплат не дожила, так как скончалась раньше своего супруга.
В сериале «Великолепный век» османские султанши показаны нам в роскошных платьях с шикарными украшениями. Но на самом деле это все хитрые уловки создателей сериала, чтобы картина была более яркой. Османская империя в своей моде не имела столь откровенных нарядов. Никаких глубоких декольте, корсетов, шнуровки и приталенных платьев в эпоху султана Сулеймана не было. В те времена мужские и женские наряды существенно почти ничем не отличались. В основе образа была свободная длинная рубашка с небольшим круглым вырезом, под которую надевали широкие мешковатые штаны шаровары, которые выполняли функцию белья. Сверху надевали платье с узорами. Немного ниже талии, почти на бедрах, носили кушак, широкий ремень, украшенный драгоценными металлами, рубинами и изумрудами. Выходя из гарема, женщины обычно прикрывали себя широким плащом с большим капюшоном, а на торжественные события надевали кафтаны, похожие на султанские. Чтобы привлечь внимание султана в таких закрытых нарядах, женщинам в гареме приходилось идти на хитрости. Они использовали вышивку и яркие ткани, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Чаще всего на одежде вышивали цветы, особенно тюльпаны, которые являлись символом Османской империи. В гареме девушки могли не носить на голове платок, и это давало им возможность использовать в качестве орудия для соблазнения волосы. За ними тщательно ухаживали, чтобы они всегда были длинными, густыми и блестящими. Для украшения волос использовали драгоценные диадемы и короны, а также золотые и серебряные нити, которые вплетали в прическу. Женщины, принадлежавшие к султанской семье, облачались в яркую одежду. В те времена цветная ткань ценилась очень дорого, поэтому позволить ее себе могли только султанши. Хюррем предпочитала пурпурные и фиолетовые цвета. Эти цвета в Риме были символом статуса, а в Византии их могли надевать только члены императорской семьи. Очень дорогое удовольствие, но зарплата Хюррем позволяла такие траты. Одежду для нее шили из парчи, также использовали кашемир, бархат, тафту и хлопок высочайшего качества. А сами ткани привозились из-за рубежа – Венеции, Флоренции, Ирана, Индии и Китая. Обувью служили тапочки на низком каблуке, расшитые золотой или серебряной нитью. Внутри такие тапочки были кожаными. Хюррем умерла в возрасте 56 лет от длительной болезни. Существует несколько версий того, чем же именно была больна Хюррем. Это могло быть онкологическое заболевание крови, болезни сердца и его сосудов и даже отравление. При этом предположительно использовали яд крокуса. Он долго накапливается в организме, и распознать этот яд очень трудно. Есть еще одна версия, подробно описанная в архивных источниках. Последние дни султанши были описаны Кутбеддином Аль-Мекки, посланником шарифа в его личном дневнике. Он прибыл в столицу Османской империи с целью решить несколько важных вопросов, однако в течение нескольких дней султан Сулейман отказывал ему в приеме, и поэтому Кутбеддин гостил во дворце Мехримах Султан и ее мужа Рустема Паши. В своем дневнике он писал, что дочь великой султанши и ее зять весьма опечалены состоянием здоровья своей матушки и очень переживают за нее. Лучшие лекари со всего мира съехались в последние месяцы в Стамбул, но никто из них так и не смог создать лекарство, способное вылечить госпожу. На третий день пребывания Кутбеддина в Стамбуле по империи разлетелась страшная весть. Хасеки Хюррем Султан скончалась. И причиной этому стали малярия и многолетние колики, которые сводили госпожу с ума и последние несколько недель даже не позволяли ей покидать покои. Но точной причиной смерти любимой жены султана мы так никогда и не узнаем.